Слышите, да? Автономку утром запустил. Ну и холодно было из-под одеяла вылазить. Раннее сусветное еще. О, возле меня тут еще голова припарковалась. Здесь две щуки стояли. Они уже уехали. Как завелись ты тут. Давай это. Тарахтели минут по 20, наверное. 15-20 так точно. Две Америки. Пар. Холодно. Тут градусов 9-10, наверное. Не больше. Ну что тут у нас? Все гуд. Пломба на месте. О, видите. Отлично. Колеса целые. На улице свежо, хотя еще в шортах. Тут еще вроде как сегодня будет тепло днем. Но ночки уже прохладные. Это у нас что? Как это называется? Ой. Забыл я. Как этот поселок. Вон, видите, окна уже начинается. Запотевание окон. Все дела. Люк надо открывать. Столь холодно же. Пускай прогреется в кабине, обалдеть. В общем, забыл, я посмотрю. Будем выезжать, посмотрим, что это за поселок. Пошли. Чай пить. Ой. Пошли. Вспомнил название. Танхой называется. Тут уже, видите, тоже почти все разъехались. Там пару машин осталось. Здесь вот тоже человек ночевал. Прямо вот так вот по прямой заехал, встал, переночевал. Не, нормально. Можно спокойно ночевать. Без вопросов. Как? Вот от безысходности. Просто тут сейчас вот в Иркутскую заедем, ремонты начнутся, это бездорожье. Как-то ехать по нему в потемках, без надобности. Да и поздно. Я встал в 10, сейчас 7 утра, 5 минут 8. Встал в 10. Да если, ну вот посмотрим во сколько, вот сейчас 7. Во сколько мы там, например, хотя бы в тот же этот Байкальск приедем. Если, например, в Байкальске на стоянку остановиться было. Я думаю, что не раньше, чем почти было пару часов это займет. Часам к 12, а смысл по этим ямам? Да и вдоль Байкала ночью ездить. Днем надо. Ну, видите, да, уже все. Правильно сделал, что искупался тогда. 11 градусов. У меня даже ман немножко парит. Вот, газку даю. Видите? Ага. Обалдеть. Да. Вот и лето прошло. Словно и не бывало. 123 до Култука, до перевала. 5314 километров нам до точки. Сегодня у нас что за день недели? Сегодня у нас 23 августа, среда. А он Байкал, красавчик. Ай, красавчик какой. Каждый раз смотришь и каждый раз любуешься. Правильно?
Бесконечно ж можно на что смотреть? На огонь, как горит огонь, бежит вода. Ну, еще там всякие саньки с Данилками пеной брызжут. Это тоже можно смотреть, читать бесконечно с улыбкой. Это была шутка. В каждой шутке есть доля шутки. Как это он там оказался? На бочке. Съехал на обочину. Иркутская бочка. Съехал на обочину и провалился. Да, обочины тут это вообще вещь такая крайне ненадежная. Казалось бы, да, вроде бы, вот смотришь на нее, вроде бы она здесь твердая, все. Ну, пожалуйста, видите. Ну, тяжелая бочка. Там, наверное, тонн 30, четырехосник же. Тонн 30 может загружен каких, и все. А дожди прошли. Почва размякла. И все, и утонул. Вытащат там как бы не критично. Я так тоже тонул, правда, зимой. Вот точно так же. Я даже помню где. Теперь я вспомнил. Было в Красном Яру. Как в том этом, как в той сказке. Америка драла, не выдрала. КамАЗ выдрал. Красавчик. Дровосек. И вам здравствуйте. Они тоже здороваются, тоже приветствуют друг друга. Один другого пропускает. Я уже рассказывал. Ехал там, то ли там какие-то пирожки продавали, то ли что. Была, ну, зима была. Или осень поздняя. Осень поздняя. Что-то ноябрь, наверное. И тоже так, снежок вроде бы, все почищенное, обочина, как бы все в огне. И правым колесом туда раз, она как вот так вот машина. И все, низкорамник был. И все, и он по баке сразу, по мосты, по баке и провалился. И вот потом Америка прыгал, но тоже груженый, нифига, у меня так и нет. Ну, у меня 23 или 24 тонны было лиственницы. 24 тонны лиственницы, нет, 23. 23 тонны лиственницы было загружено. Потом дровосек КамАЗ ехал с прицепом, зацепил меня. И то, он, наверное, метров 20 меня вот по этой, так вот, боком тащил по обочине. Я уже боялся, ну, что там, ну, что делать? Не вырвать ничего, не оторвать. Прежде чем он меня на асфальт смог с ямы-то выдрать. Но, слава богу, все обошлось без последствий. Ничего не оторвал, ничего не помял, ничего не замял. Только волос седых добавилось в башке. Было такое. Так же и здесь, видите. Заехал, остановился. Бульк и все. Почалося. Це ще в Бурятии. Еще мы даже до Выдрино не доехали. А Выдрино — это граница с Иркутской областью. А там у нас еще и реверсы впереди. До зимы закатают в асфальт или нет, как вы думаете? Делаем ставки, джентльмены.
делайте ваши ставки. Делайте ваши ставки. Ставок больше нет. Как в том фильме, да? Билли, говорит, запиши на меня $10. Не знаю. Тот так участок, который там в районе Кабанска, так я думаю, что там это уже на следующий год останется. Будем мы там зимой. И мост там один есть такой, раскопали. Нет, не мост, там трубу какую-то, эту, отлив, как она там правильно называется, по-умному. И чтобы вода, в общем, стекала, дорогу не размывала в грунте. А после нее сразу такой подъем с свечкой. Резкий спуск такой крутой, потом такой же такой крутой подъем с поворотом. О, там весело зимой будет. Монголы. Уже много машинок монгольских встретил. Вот китайских не вижу легковых, а монгольских всего. Вчера машинки 3 видел легковые. Сейчас он, видите, побежала. Вот китайских мелких не видно. Раньше встречал, до ковида. Сами видели у них, да, номера такие синенькие. А монголы вот катаются. Байкальский заповедник, эколого-туристический комплекс, речка Выдренная. Река Выдренная. Выдренная. Вот она как раз. Мы ее сейчас пересекаем. Заповедник, да, согласен. Места тут потрясающие. Ох, смотрите, да? Намыло. А так вот, смотрите, какой вид. Там горы. Горы-то река горная. Эх, ностальжи. Сразу вспоминаются те реки там, которые у нас были там. Точно название помню. Сухая. Когда мы ходили на Лимов колоть и хоресов ловить. Напротив деревни на другом берегу была река Кутулака. В Кутулаку не ходили, потому что Кутулака была более глубокая. А на сухую ходили, там что по этой сухой там в сапогах, болотниках можно было спокойно идти. И все это острогой там налимчиков. Весело было. Ночь, тайга. Батя по центру, канистр за плечами с соляркой, с факелом такой. А мы по бокам идем со строгой. Че, пацаненок-то был-то? 12 годков. Даже меньше, наверное. 11. Эх, были времена. Есть что вспомнить. Скалы укрепляют сеткой. Мне кажется, что если уже эта скала поедет, то никакая сетка здесь не поможет. Так, от мелких камней, понятно. Здесь вот ставят эти вот заграждения, потому что вот она периодически здесь оползает. Такое место стрёмное здесь. Вот это вот. Эти заграждения из камней делают. Горы. Они красивые, но они коварные, опасные. Дожди, тут вся фигня как начнется. Плюс тут еще сейсмоопасная зона. Периодически трясет тут эти места. И все это может привести к нехорошим последствиям.
час 10 едем. 2 часа как минимум будет такой пока по времени езды. Ремонт прошел, как-то, по-моему, реверсов не было. Бездорожье, гравийку проехали, где асфальт совсем кончился. Наверное, еще будет. Не помню точно. Большая Осиновка. Ой, скорее ручеек. Хотя вот видите, по руслу. Это у нас Салзан, кстати. По руслу сразу можно, да, когда с гор большая вода сходит, так этот ручеек превращается в такой поток, что мало не покажется. Здесь вот тоже вроде бы стоянка по дорожной сети. Вот это вот. В Салзане. Уже ни разу здесь не ночевал. Салзан. Даже интересно, откуда вот когда я в тот день пробка была, уж до сюда дошла, до Салзана или нет? В сторону Иркутска, когда мы сюда, в день, когда мы сюда ехали, когда там скамеечка. На восьмерках раскорячился. Но ему повезло, что его бордюры удержали тогда и что он не свалился. Иначе там бы больше беды могло быть. Take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it. I know that times have changed, but I don't wanna play no games, baby. I'll treat you different, show you commitment. She might be my baby, let me love you crazy, let me hold you down like gravity to the ground. Oh, be my baby, I ain't gonna be shady, I ain't messing around. Let's fall in love. I won't let us fade away, even when we old and gray. Know that I'll be here to stay. Let's fall in love. I won't let us fade away, even when we old and gray. Know that I'll be here to stay and give you that red
2 часа днем получилось. Я думаю, просто там еще на реверсах застряну. Больше реверсов не было. Вот один участок. Один еще в Бурятии участок, где нет асфальта. И в Иркутской области. Ну, в Бурятии 2 участка. Один там, который в Кабанске в этом. Там немножко там после моста железнодорожного. Я вот про этот кусок имел, который сегодня. И все. Ночью. 10 минут 11 мы в Култуке. Впереди перевал. Если все хорошо, перевал 1,5 часа на перевал. Обычно уходит. Если нигде. Ну так вот пока ехал, как бы движение такое слабенькое совсем. Грузовиков почти нет. Где все подевались, все выгружаются, загружаются. И попутно, то есть я практически никого не обгонял. Вернее, даже не то, что практически я никого не обгонял, и меня никто не обгонял. Ну что, Байкал, не говорим вам мы говорим вам до свидания. Мы не говорим прощай. Еще вернемся. Сейчас купаемся. Зимой, да? Это только мафиозы может такая гениальнейшая мысль в голову прийти. Через 300 метров по главной дороге держитесь левее. Вот они сейчас 8-очки нарисуем и погнали. Вы превышаете допустимую С 98 по 30. Получается сколько? 60 километров? Держитесь левее по главной дороге. Да что-то такое в общей сложности. Мы говорим вам до свидания, мы вам не говорим прощай красиво. Смотрится. Скажите, смотрится. Превышаете допустимую скорость. Озеро потом и горы эти вокруг. Лепота, лепота. Сейчас 18 уже. Сегодня даже 10 местами было там. Ну там вдоль Байкала в горах. Сейчас 18. Погодка, видите, вообще прекраснейшая. Ни жарко, ни холодно. И едется хорошо. До свидания. Уехали мы. Перевал штурмовать. Это ж вот здесь вот он. Или не здесь? Здесь он был, да. Вот эти отбойники. Вот они его, да, можно сказать, и спасли. А так бы, прикиньте, как он покатился бы вот туда. Если бы они его не удержали. Да не дай бог. Скорее всего, просто скользко было. И, может, что тормоза там, что не так. И эту просто ведущую ось сорвало и в ножницы сложило. Слава богу, что хоть так. Спасибо, Господи, что взял деньгами, называется. Сейчас у нас будет бочка пустая отделать, как стоящих. Верю, базара нет. Вы превышаете допустимую скорость.
Пошагали. 10 минут 11. Что в Громотухе, что до этого, как она там, большая. В общем, предыдущие деревни тоже по второй полосе в подъем сделают. Все правильно. Тут этих деревушек выходы, особенно в сторону Иркутска, очень крутые. Тиман вообще он меньше 40 уже скорость упала, а там здесь подлиннее, а с той деревни подъем он короче, но более крутой. Однозначно надо с 2 полосы, чтобы не мешать народу ехать. Сейчас, вон, видите, сколько я народ с собой собрал бы. А так они сейчас все шустренько. Нет, это они за мной не ехали. Нет, они вот сейчас меня догнали. Я один ехал. Сейчас они вон все шустренько, видишь, тут, видите, тут он, тройной обгон, тут, красавец. А потом жалуются. Че, говорит, мы по куветам валяемся, смотри, что делать. Не, ну тут это вообще никто не уважает это дело. Здесь летят вправо, не вправо поворот, видит, не видит, пофигу. Вылазит на встречку и пошел. А там как повезет. Увы, везет не всем. Нет, даже быстрее получилось. Через 800 метров держаться правее. Час 10. Вот уже объездная Иркутска. Здесь просто это. Ну и попутал немножко. Сейчас 10 минут 11. 15 вернее. Я там случайно 6 часов прибавил. Привык уже 6 прибавлять, а не 5. А так было, там был только 10 час. Через 80 метров Так что, держитесь как никто правее. не мешает. Ну и, конечно, и ты никому не мешаешь. Час 10 и култук взят. Ну, летом, понятно, по сухому. Сейчас надо будет это посчитать, сколько топлива. Судя по датчику, мне здесь до Тулуна на этой дырявой заправке мне хватит. Здесь не надо быть на ум, не заливаться. Сейчас посчитаем. Скорее всего, что нет. А в Тельмах пока все спокойно. Как думаете, нас Штау ждет в Усолье? Или, как поляки говорят, корки, корки, пробки, там дуже великие корки. Будет у нас Штау или будет Гросс-Штау? Или мы сквозняком пройдем? А? Найден штепнихт. Говорит, спрохин зе дочь, говорит, найден штепнихт. Скоро узнаем. Сейчас вот Тельму проедем. Превышайте допустимую скорость. А там уже и Усолье. Я что-то даже Яндекс не включал. Какая разница, есть она там пробка или нету, знать заранее только расстраиваться. Есть, упремся, нету, хорошо. Все равно без вариантов, все равно другой дороги нет. Альтернативу никакую не придумаешь. Вы превышаете допустимую скорость.
это храм, красавец. Красивый. Арбузами он торгует вовсю. Дыньки, арбузы. Узбеков очень много идет. Ой, не узбеков, киргизских машин. Вот казахских, узбекских не так много, а вот киргизских просто караванами идут. Братья киргизы. Да, интересно усолье и интересно Выпившая допустимую скорость. переезд перед Тулуном, как он там, колхоз этот забыл. Где-то деревня рядом. До переезда-то еще ладно. Еще далеко. А усолье, вот оно тут. Вот что это у нас тут такое? Поехали, джентльмены, поехали. Педалька газа — это крайняя справа. О, магнит. Это, наверное, бывший магнит. Насколько я знаю, дальше Красноярска магазинов магнитов нет. А может, уже есть? Может, они уже и до Иркутска добрались? Ну, так не встречал их здесь. Тот, кого я видел вчера, это там совсем другая фирма была. Ё-моё, я думал, мы уже становимся. Не, едем еще. Тут что-то как-то медленно. Вон и усолье. Сейчас забачим, что там робится. Видите, что они тут совсем разрыли. И эту дорогу расширять будут, что ли, или что? Копать, такую яму выкопали. Ну, вроде как это. Ну, не удержался же, в Яндекс залез. Думаю, это. Посмотрю. Вроде как ничего критичного здесь не наблюдается. Едем, ну так, потихонечку. Медленно, но уверенно. Ехал в этом ряду, потом что-то сюда спрятался, в правый крайний. Давайте мы, наверное, тоже туда убежим. Понесся. Обиделся, что это он меня обгонял здесь до усолья там. Сейчас он обиделся, мы видели, как полетел колеса эти прыг-прыг-прыг по трамвайным путям. Да нет, нормально. Тут вот сейчас вот светофорчик, вот вроде на нем, вот смотрите, да, немножко затруднение. А дальше вот ничего, поедем. Там наша полоса должна будет сюда перестраиваться. Как-нибудь залезем. О, Байкал. Как-нибудь залезем. Там дальше, получается, еще светофор держит. Нам
сейчас тут надо как-то перестроиться будет, попытаться. Как только не знаю, как-нибудь. Там, значит, дровосек пустила нас. Меня пускает, что ли? На УАЗике? Ага, конечно. Не те УАЗики. Нет, ну... Спасибо, коллега. А то я думаю, что все в левом ряду, все налево поворачивают, что ли, коллеги. Оказывается, 5 сужений после светофора. Я сюда раз в год хожу, не помню просто, блядь. О, видите, меня А пускает. этот год только такой. Не, я думал, пускает. А, понятно. А то, говорю же, как будто не помню, блядь, что так сужается вправо. Че, пропустил, да? Красавец. Но все равно бы это... Пришлось бы без вариантов. Но все равно сейчас вот скажем человеку спасибо. Раньше часто вроде ездил, не замечал, что такие пробки были. А тут 2 рейса подряд еду. Пиздец, как устали, так все пиздец. Наверное, в этот год... Поблагодарили? Дорогу делают, все легковушки, давай сейчас здесь хуярят, нахуй. Там, как говорили, соседнюю улицу что-то там в Усули тут делают, ремонтируют. И все, эти все здесь идут просто. И большие, и маленькие. Поэтому здесь такая беда. Фух, вырвались. Какие-то мама с сыночками. Ах, Мальта. Нет, я бы не сказал, что долго. Ну, минут 20, наверное, 15-20 я потолкался. Люди серьезнее. Костян говорит, 1,5 часа толкался. Не знаю, пока Яндекс показывает все как бы на переезде все хорошо. Там же все поменяться, там что там, начнут эти железяки туда-сюда шнырять. И все. Вот наша стоянка. Ну, конечно, здесь стоять не будем. Значит, тут ночевали мы с Санькой. Это, что хотел сказать. А, с Култука спустился, расход 32 был. По итогу приедем на выгрузку, посмотрим какой. Я думаю, что меньше 30-ки должно быть. А сегодня посмотрим. Возможно, сегодня в Тулуне останемся. А то Елена Александровна ругается. Пока еще цензурно. Полтинничек. Тут, по-моему, камера висит. Пока тьфу-тьфу, ни одного штрафа еще не прилетело. Приложение же у меня есть. Вот туда сходил, назад возвращаюсь. Еще пока ни одного штрафа не засветилось. Тьфу-тьфу, еще раз. Нету здесь камеры. Ну, какая-то висит, но она туда стреляет. Если стреляет. А здесь уже что, все? На стоянку не заедешь? Не, заедешь. Еще можно. Это тоже по дорожной сети стоянка. Не вся. Это носорог. Там, видели, там мамонты были. Тут вон носорог. Стоянка у нас
Носорога называется. Гуд. Погнали дальше. Нифига он на 66-м газоне топчет на пожарке на этой. Красава. 80 вот 2 я тут еле-еле его догнал. Это 66-й, да, 66-й. Молодец, лихо он ему дает. У нас уже Зиминский район. «125 до Тулуна отсюда». Ну, Яндекс показывает, что переезд нас, ну, как минимум на час задержит. Это пока. Так, братан. Сейчас же широкая пойдет, точно. Сейчас мы тут тогда с тобой тихо, мирно и разъедемся. Ты по своим делам, я по своим. Сейчас здесь чуть-чуть будет четырехполоски. Все, братан, давай, красавчик. Выше 1 пусти скорость. Это лесная охрана, оказывается, это не пожарка. Это лесная охрана. Это Саянск. Саянск. Перевоз уже почти тут сейчас. Его проедем. Как бы, если без пробок 2 часа, даже меньше 2 часов до Тулуна. Но. Переездик нас придержит, к сожалению. Здесь вот тоже спуск с сюрпризом по новой дороге в объезд одного переезда. Как бы с горы, все красиво, все хорошо, асфальт новый, но мост тут надо тормозить очень сильно, иначе оторвешь тут все. Здесь такой горностай на мосту. Перепроложить. Река Или. Вот он, красавец. Перепроложить. Оп! Представьте, так километров 90 влететь в час. В общем, на переезде ну, как бы сказали, есть колейка, но она не критичная. Яндекс показывает мне отсюда 1,5 часа 60 километров. Ориентировочно где-то на час на переезде мы, наверное, прилипнем. А то все прилипает, а я только езжу со свистом. Надо что же прилипнуть, правильно? Но вроде как не с Широгула, не с самой деревни начинается, а ну ближе. Тут осталось чуть-чуть, сейчас доедем, сами все увидим. Иду вот когда сюда идешь, тоже кажется, с этого кольца, да, вот вышел с кольца, дорога хорошая, ровно, сейчас бы разогнаться. Нифига. Не надо там разгоняться. Не разогнаться можно, но потом нужно притормозить. Иначе хорошо, может невесомость подкинуть. Я, конечно, не знаю. Если это небольшая, тогда какая же большая? Вот эта деревня. И все. Вот мы только в нее въехали, можно сказать. И все, и мы стоим. Охренеть.
Я думаю, тут часа на полтора как минимум. Сейчас время без 28. Это вот этот Широгул и есть. Ну, там больше никто не задавили. Да. Короче, прилипли мы тут не по-детски. Наконец-то. Ну, в плохом смысле слова, конечно, наконец-то. Что можно стеклышки помыть от зверушек. Кошмар. Короче, за час мы только с дремни вышли. Ну, здесь как бы это не очень далеко уже до самого переезда. Тут сейчас вот такая продвижка хорошая. Ну вот уже ровно час. Ну дай бог, здесь может еще за час и здесь пройдем. Как бы эти успокоились железяки, то одна за одной, туда-сюда шныряют вон там. То в одну сторону, то во вторую, то в одну, то во вторую. Что, еще едем? Нет, не едем. За все разы отыгрался переезд надо мной. Час 50. Это если сейчас еще пройду. Если сейчас опять не загорится. Час 50 я здесь оттолкался. Время 9:30 уже. Нет, все. Почему еще, видите, на сам переезд посмотрите. Как же тут быстро. Таня, погуляй, ты далеко стоишь. Быстро никак не переедешь, даже при всем своем желании. Ура! Свобода! С этой стороны тоже колейка есть. Но меньше, чем у нас. Все, погнали в Тулун.